Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе «Аукцион». Эта группа, наверное, является самым экспрессивным и неординарным коллективом во всем русском роке. Участники группы всегда пытались привнести в свою музыку частичку чудаковатости и необычности. И поэтому их стиль сложно охарактеризовать одним направлением. Они играли все. От альтернативного рока до авангарда. При этом коллектив стал известен не сразу, но, открывшись, произвел неизгладимое впечатление на слушателей. Ее коней седые галеи укроют травы и обрывы, и унесет по двое часов на белых снах от бедных слов туда, куда ты так красива. Моя любовь. Как и в случае с любой другой советской рок-группой, через «Аукцион» прошли многие известные музыканты. Однако оставался один человек, горящее сердце которого вело коллектив к успеху, и имя ему Леонид Федоров. Будущий и лидер коллектива появился на свет в 1963 году в Ленинграде. Он рассказывал, что предпринимал первые попытки всерьез заняться музыкой еще в школе, собирал любительские ансамбли из своих одноклассников и приглашал их на самую бюджетную репетиционную базу к себе домой. Впрочем, это вовсе не значит, что кроме Федорова никто не внес в историю аукциона ощутимый вклад. Уж точно нельзя переоценить деятельность Олега Гаркуши, пришедшего в коллектив в 1982 году. Эксцентричный музыкант с хитрющей ухмылкой, обделенный столь важным чувством, как скромность, появился на свет в 1961 в том же Ленинграде. Рос он без отца и часто попадался на проказах. В ближайшем милицейском участке его хорошо знали. Гаркуша отучился в кинотехникуме и какое-то время подрабатывал киномехаником, но позже сменил ремесло на более веселое – организацию и проведение вечеринок. Попав в «Аукцион», он наконец-то приобрел право хулиганить легально. Длительное время в «Аукционе» также играет и басист Виктор Бондарик. Как и подобает представителю его профессии, Виктор Романович не привлекает к себе слишком много внимания и просто служит незаметным, но важным кирпичиком в фундаменте коллектива. Самые громкие удары барабанов звучат благодаря усилиям и таланту Бориса Шавейникова, который присоединился к группе в 1988. Именно с ним связана история, проливающая свет, почему группа «Аукцион» называется именно так. Однажды музыкант ошибся, подписывая автограф, и написал букву «ы» вместо «и». Вот так легкая безграмотность способствовала созданию одного из самых легко запоминающихся названий российской рок-музыки. Но вот чувствую я, это конец. Но вот я ухожу, осколки девичьих сердец хрустят у меня под ногами. Ну, а место за клавишными стабильно принадлежит Дмитрию Озерскому, хотя это далеко не единственный его талант. Музыкант еще мастерски владеет и трубой. Также ему давным-давно подчинился дар поэтический. Именно он пишет тексты на музыку Леонида Федорова. Любопытно, что он вовсе не считает себя поэтом в привычном смысле этого слова и вовсе не стремится сказать что-то новое. Даже наоборот, уважает банальность и признает, что в рок-направлении куда важнее музыка, чем слова. Клавишную поддержку Озерскому иногда оказывает Николай Рубанов. Он сотрудничает с «Аукционом» со времен записи их дебютной студийной пластинки. Музыкант родился в Закарпатье, но учился в Ленинграде, где и познакомился с будущими коллегами по группе.
Помимо клавишных, Рубанов также умело владеет саксофоном. Начиная с 1994 года Аукцион активно использует в своей музыке духовые инструменты. На них, помимо уже известных нам суперталантливых Озерского и Рубанова, играют Михаил Коловский и Юрий Парфенов. Коловский обучался в музыкальном колледже имени Мусоргского, а также служил в Адмиралтейском оркестре Ленинградской военно-морской базы. Окончив училище, он поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. Здесь он учился профессионально и изысканно играть на тубе. Ну, а Юрий Парфенов присоединился к коллективу только в 2011 году, будучи уже довольно успешным и бывалым музыкантом. Он появился на свет в Башкирии. Его родное село Булгаково находится в Уфимском районе. Труба стала его первым инструментом. На ней он учился играть, еще посещая дворец пионеров. За этим последовало обучение в музыкальном училище в Киргизии, а также в Ташкентской государственной консерватории. В течение 6 лет после выпуска он вообще был солистом Узбекского государственного оркестра радио и телевидения. Как видите, состав Аукциона действительно внушительный. Но, как вы уже догадались, он не был таковым с первого дня, ведь группа долго шла к своему звучанию и много экспериментировала. Поиски новых стилей и инструментов продолжаются и по сей день, благодаря чему Аукцион можно назвать одним из самых долго живущих рок-проектов на российской сцене. У меня зима, зимует. У меня зима, ворует. У меня зима, целует. У меня зима, тонкий месяц, в небе злится, мне не спится, значит не сезон. Все началось в 1978 году. Состав постоянно менялся и только к 1981 году приобрел некие конкретные очертания. По воспоминаниям Дмитрия Озерского, первые дни создания музыки проходили так. В то время мы особо не задумывались, где брать тексты. Много чего брали из газет, из сборников, приносили даже самые посторонние какие-то вещи, которые ребята откуда-то вытащили. Так, довольно известная в свое время песня «Когда рабочие встают» была написана на стихи, которые кто-то из группы обнаружил в обычной советской газете. Но над миром ночь сквозная, сны лезут в каждую кровать. Ночь широка, страна моя родная, пора вставать, пора вставать. В мае 1983 года, после того, как Бандарик отправился в армию, уступив место Сергею Губенко, а у микрофона появился Валерий Недомовный, они, подстрекаемые музыкантами «Аквариума», которые несколько раз репетировали у них на точке, вступили в Ленинградский рок-клуб. И после первого там выступления Федоров, трезво оценив результаты премьеры, отправил Аукцион репетировать. И до 86-го о группе мало что было слышно. Любопытно и то, что в те времена лидер коллектива был не очень-то уверен в своих вокальных способностях. Поэтому за эти несколько лет на позиции вокалиста сменилось несколько человек. Одним из претендентов на позицию фронтмена, например, был Сергей Рогожин, знакомый Озерскому по институту. Покинув Аукцион, он стал участником группы «Форум» и сотрудничал с Виктором Салтыковым. Барабанщики, басисты и гитаристы тоже надолго не задерживались. Состав обрел стабильность лишь к весне 85-го, когда бас снова взял в руки отслуживший Бандарик. В 86 году Аукцион снова вышел на сцену рок-клуба с программой «Вернись в Соренто». Правда, коллеги по ремеслу шоу не оценили. Тексты назвали графоманскими, а поведение Гаркуши – вызывающим. По воспоминаниям Федорова, группа занималась простым музыкальным издевательством. Иными словами, наслаждалась тем, что делает, не придавая этому особого смысла. Но члены рок-клуба
не терпевшие бессмыслицы, этого не оценили. И все-таки именно тогда у Аукциона вышел дебютный лонгплей. Он назывался точно так же, как и программа. Несмотря на долгий перерыв между выступлениями, песни зародились в довольно короткий промежуток времени. Федоров оценивал его примерно в 3 летних месяца. Альбом пытались записать в самых разных местах, даже на студии у культового звукорежиссера Андрея Тропила. Работа велась во многом на ощупь. Музыканты просто пытались записать удачные вещи и ни к чему конкретному не стремились. Женщина смотрит с мольбой на 6-й этаж. Я на 6-м этаже, я точу карандаш. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. И тем удивительнее, что Аукцион приобрел известность за рубежом и даже отправился туда на гастроли. И именно за границей, в частности в Германии, группе дали довольно меткое жанровое описание, которое по сути ничего не описывало. Творчество коллектива и их манеру выступать называли джаз, панк, глэм, глиттер, рок-театром. Дмитрию Озерскому это определение очень запало в душу. В 1987-м Аукцион снова появился на сцене ленинградского рок-клуба с очередной свежей программой «В Багдаде все спокойно», со сценографией и костюмами известного питерского художника Кирилла Миллера. А очередным новобранцем в рядах Аукциона стал танцор Владимир Веселкин, чей эффектный стиль и экспрессивные танцевальные дуэты с Гаркушей определяли лицо группы следующие несколько лет. Тем не менее, пластинка с таким названием вышла позже. Ей предшествовал лонгплей «Как я стал предателем». Да, с записью новой музыки артисты все-таки не торопились. В этот раз они по-настоящему наслаждались процессом, в том числе и потому, что ушли с основных работ и целиком посвятили себя творчеству. Вокалистом в это беззаботное время был Евгений Дятлов. Его голос можно услышать в треках «Охотник» и «Лети, лейтенант». Он не урод, да, красный стрелок, да, он одинок, да, он мертвый, он мертвый, мертвый охотник на мертвых поднимет ружье. С конца 80-х Аукцион начал все чаще выбираться на гастроли в Европу, где его внешняя зрелищность смогли легко завоевать симпатии самой широкой аудитории. На протяжении следующего десятилетия группа дала сотни концертов в клубах и на фестивалях во Франции, Италии, Дании, Швейцарии и прежде всего в Германии, где они обычно гастролировали по 2-3 месяца в году. Помимо того, Аукцион продолжал время от времени выступать и дома. Например, в 90-м году участвовал в пароходном турне «Волга-90» культурно-экологического движения «Рок чистой воды», во время которого ведущие группы страны проехали по Волге, давая открытые концерты в приволжских городах. Вскоре были выпущены 2 альбома, и песни этих лет, как правило, среднетемповые, полные прихотливых инструментальных соло, контрапунктов гитар, клавишных и духовых, в которых затейливые мелодические рисунки обрамлены цветистыми ориентальными орнаментами. Ли я кому?
День Победы, как это я. Жаль себя самому. Где ты? Где ты? Несмотря на то, что серьезные люди советской закалки не понимали и не принимали музыку и стиль аукциона, они продолжали творить. Результатом их музицирований стал альбом «Птица», вышедший в 1993 году. Как ни удивительно, но именно он сделал из группы на любителя доступный только ценителям по-настоящему народных музыкантов. Сложно сказать, что именно сделало из «Птицы» успешный альбом. Леонид Федоров, например, и вовсе говорил, что это худшая пластинка в истории аукциона. К началу 90-х с группой прекратил работать Миллер, а в мае 92-го аукцион покинул Веселкин, решивший начать соло-карьеру. Однако еще в 89-м, выступая в Париже, аукцион познакомился с живущим там с конца 70-х поэтом, музыкантом и художником Алексеем Хвостенко, известному также под прозвищем «Хвост». Ему с самого детства хотелось записать альбом на стихи Велимира Хлебникова, поэта начала 20 века, известного своим необычным слогом. Музыкальные таланты аукциона как раз позволяли это сделать. Так и появился лонгплей «Желез вершин». И при содействии Хвоста впоследствии были записаны еще несколько альбомов. Я оценил все запятая. Я осужден. Однако во второй половине 90-х активность аукциона как единой группы заметно снизилась. В отсутствие своего нового альбома они продолжали гастролировать на Западе с прежним репертуаром, а в 96-м после длительного перерыва совершили большой тур и по России. С ослаблением внутренних связей в группе у ее участников появились время и силы для реализации собственных творческих планов и сессионной работы. Надо заметить, что музыканты аукциона всегда охотно откликались на любые интересные предложения. На всевозможные эксперименты музыкантов провоцировало появление у них возможности постоянно работать на студии Baltic Video. И там же в 98 году Федоров дебютировал в роли продюсера, записав на этой студии дебютный альбом популярной ныне группы «Ленинград», с которой он одно время даже выступал на концертах. Попрощавшись с тобой, я один поздно ночью возвращался домой. Сердце гоняет, любовь. В 99-м Федоров нашел новых единомышленников в лице музыкантов «Волков Трио». И как следствие, новая работа аукциона, выхода которой поклонники терпеливо ожидали предыдущие 4 года, опять оказалась отложена. А на обложке изданного в мае 2000-го альбома «Зимы не будет» было указано «Федоров, Волков, Курашов». Тебя он любит. В этот период песня «Дорога» из альбома «Птица» получила вторую жизнь. Алексей Балабанов почти год просил у Федорова позволить сделать песню саундтреком к его фильму «Брат 2».
Это и сделало композицию, вопреки желаниям Федорова, одной из самых известных и народно любимых песен аукциона. Какое-то время музыканты это терпели, но потом решили убрать ее из живого репертуара насовсем. Творческие поиски Федорова привели к тому, что следующая пластинка группы была записана необычным способом. С первого дубля, без последующих обработок и доведений до ума. Ради того, чтобы запись получилась максимально живой, Олег Гаркуша даже приходил в студию в сценическом костюме. Новых треков на пластинке, тем не менее, почти не было. Она состояла целиком из вышедших композиций, в том числе сольных релизов Федорова. Увы, после выхода этой пластинки с аукционом случился хиатус. Группа не работала над новой музыкой и редко давала концерты. 1 октября 2005 года во Дворце спорта «Юбилейный» был презентован DVD, включающий клипы, концертные записи группы и интервью с ее участниками. Так случилось, что этот концерт стал одним из последних для бессменного перкуссиониста аукциона Павла Литвинова. В конце ноября он оказался на больничной койке с обширным инсультом, а выйдя из больницы, скоропостижно умер от его повтора. С днем рождения нового светлого дня. Снова новые радости, что от того. Я завидующий всем, и все из-за меня. В 2007 коллектив вновь собрался вместе. На этот раз для записи альбома «Девушки поют». Работа над ним велась в Нью-Йорке. Участие в работе над пластинкой принимали в том числе зарубежные музыканты. Любопытно, что артисты, прежде незнакомые и не репетировавшие, предпочли четкому звуку творческий полет. Запись велась исключительно на импровизациях. В конечном счете аукцион и компания записали примерно 1,5 часа материала. При доведении до ума недовольные звукорежиссеры все-таки отсекли у пластинки целых 20 минут. И, возможно, поэтому альбом полюбился российской музыкальной критике, что весьма озадачило демиурга коллектива. Я огонь, огонь, я как заря, заря. Девушки поют. В 11-м аукцион выпускает студийный альбом «Юла». В этот период приходится разгар съемок первого документального фильма о коллективе. На гастролях и в студии музыкантов сопровождает режиссер Дмитрий Лавриненко, фиксирующий через объектив все происходящее с участниками команды. Фильм под названием «Еще» выходит в 2014 году. Далеко ли я, и без тоски ли я вижу колья, слышу крылья. Ну а осенью 15-го появляется информация о работе над очередным альбомом. Запись производится в студии киноконцерна «Мосфильм», а выходит альбом 1 июня 2016 года. Официальному релизу предшествовал выпуск цифрового приложения для смартфонов, которое при попадании в объектив камеры солнечных лучей начинает проигрывать музыку. – 24 апреля 2020 года аукцион выпустил свой пока что последний альбом. Впрочем, музыканты продолжают выступать, экспериментировать и эпатировать публику. А значит, их песня еще далека до финального аккорда.
Аукцион, как образец отечественной музыкальной самобытности, прошел путь поистине удивительный. От балаганных выступлений на убитых вдребезги инструментах, после которых редкая публика не морщила нос и не называла музыкантов шутами Гороховыми, до сотрудничества с мировыми классиками авангардного джаза. Эта грандиозная группа существует уже очень-очень много лет. И чтобы понять, почему ее называют грандиозной, следует сходить хотя бы на один ее концерт, каждый из которых отличается от предыдущего, даже если предыдущий был только вчера. Как известно, любой коллектив играет на концертах ту или иную программу, которая для аукциона лишь канва, необходимая для того, чтобы вернуться из фантастического экстаза, в котором, закрыв глаза и обливаясь потом, музыканты ведут нас за собой в те пределы, где звучит их музыка. Спасибо. Спасибо.